Здравствуйте, я Светлана Ермакова. Традиционно цитатой к этому сюжету станут такие слова. Безвыходность ситуации заключается не в отсутствии выхода из нее, а в неспособности его увидеть. В этом сюжете я расскажу про один из способов, который поможет взглянуть на беспокоящую ситуацию под другим углом. Бывало ли у вас такое, что у вас есть какая-то ситуация, трудность или проблема, и вы ищете в ней решение, но никак не можете найти? Но стоит вам только рассказать о ней своему другу, знакомому или коллеге, как он так ее прокомментирует, что искомое решение находится. И это хорошо, когда есть кто-то, кому вы доверяете и к чьему мнению прислушиваетесь. Однако, согласитесь, так бывает не всегда. Как быть, если сложно выйти из круговорота собственных мыслей в отношении беспокоящей ситуации? Как увидеть ситуацию шире? Нужны какие-то нестандартные решения, и как раз про одно такое я вам сейчас расскажу. На выполнение этого упражнения у вас уйдет 15-20 минут. Для начала вам нужно сесть, взять лист бумаги, ручку и сформулировать, в чем вы видите затруднение в своей ситуации, в чем, по-вашему, заключена проблема. Да-да, у меня то-то, я ему сказала, он мне ответил, да он такой-то, и все в таком ключе. Степень подробности определяйте сами. У подобного формулирования есть масса преимуществ. Оно дает возможность сфокусироваться, расставить акценты, услышать себя со стороны и многое другое. Дальше. Что вы вообще хотите? Как вы хотите, чтобы эта ситуация разрешилась? И таким образом у нас есть точка А и точка Б. Мысленно путь между этими точками вы проделывали уже 1000 раз, но круг замыкается и результата не приносит. Поэтому дальше мы проделаем этот путь в несколько ином образе. Свой лист бумаги разделите на 3 столбика. В первом из них вы пишете от 2 до 3 животных, птиц, насекомых, выдуманных существ, любых персонажей, которые приходят в голову. Сидели, завтракали, и на ваш подоконник прилетела птица? Пишите. Ездили с друзьями за город, там вас искусали комары? Пишите. Смотрели кино, и вам запомнился укротитель змей? Пишите. Во втором столбике опишите каждое из этих существ. Какой он, какие у него есть отличительные особенности, что в нем уникального. Ну а теперь самое сложное и интересное. Посмотрите на беспокоящую вас ситуацию глазами этого существа. Если бы я сейчас была птицей, она быстрая, умеет легко взлетать высоко, и оттуда открывается совсем другой обзор. Как бы я увидела свою ситуацию, если бы я обладала этими ее качествами? Какое бы решение я тогда приняла бы? Комар. Он быстрый, целеустремленный, точно знает, чего он хочет. Какое бы преимущество это мне бы дало в моей ситуации, если бы я была комаром? Укротитель змей. Он играет на дудочке, заставляя самых ядовитых змей забыть о своих целях. Что может быть в моих обстоятельствах для меня такой дудочкой? Что поможет мне преодолеть мою трудность? И так с каждым существом из вашего списка. Список не должен быть большим, 2-3 героя уже достаточно. Однако постарайтесь характеризовать их максимально точно, обозначив именно те качества, которые позволяют им выживать, отстаивать свое место в жизни, находить нестандартные решения и так далее. Вот увидите, такой полет воображения очень быстро разбудит в вас понимание того, какие качества нужно в себе активизировать, усилить для того, чтобы преодолеть возникшие трудности. Это также укажет вам, над чем нужно поработать, чтобы быть более эффективным в будущем. Сейчас становится все более популярным использовать в психологической работе ассоциативные или метафорические картинки. Я в своей практике тоже очень активно этим пользуюсь, и у меня для подобных упражнений есть целые подборки с различными животными, птицами и самыми разными существами. Ну что делать, если подобных картинок у вас под рукой не оказалось? Метод, про который я только что рассказала, это один из методов самостоятельного поиска альтернативных точек зрения и выхода из затруднительной ситуации. Попробуйте, у вас получится. С вами была я, Светлана Ермакова. До новых встреч!